Всем привет, друзья! В этом обзоре рассмотрим самые популярные и необычные модификации для Sony PlayStation 2. Тонкая модель PS2 Slim – одна из самых компактных, легких консолей. Она легко разбирается, на нее легко установить различные дополнительные электронные устройства, такие как мод-чипы, внутренние накопители, Wi-Fi платы, устройства вывода видео и прочие устройства вывода-ввода. В свое время это была самая продаваемая консоль в мире. Мод-чипы и карты памяти. Основой всех модификаций являются мод-чипы. Карта памяти с FreeMC Boot, Fortuna Project, Fontuna, OpenTuna, Extreme Elite Boot, диски с записанными FreeDVD Boot. Среди чипов самые популярные это Modbo 5.0. Монтаж чипа осуществляется путем припаивания на материнскую плату по диаграмме. Практически все модели поддерживают мод-чипы, даже PlayStation 2 PSX и телевизор Sony Bravia со встроенной консолью. Мод-чип позволяет запускать записанные диски с пользовательским контентом, а также может работать в паре с флешкой FAT32 формата. Если приставка чипованная, то при запуске появляется заставка Matrix или звездочка. В некоторых версиях чипа на экране появляется новое меню из 4 пунктов. Это самая надежная модификация по сравнению со всеми вышеперечисленными. Среди минусов сложность в установке. Карты с FreeMC Boot, Fortuna Project, Fontuna, OpenTuna, Extreme Elite Boot – это модификация, которая запускает дополнительные программы напрямую с карты памяти PS2 Magic Gate. FreeDVD Boot – это записанный пользователем диск со специальной программой, которая позволяет запустить файловый менеджер ULaunch Elf. Разница FreeMC Boot со всеми остальными карточными модами только в том, что программа ULaunch Elf добавлена отдельным пунктом в обычное заводское меню Sony PS2. Суть всех вышеперечисленных модов в запуске программы ULaunch Elf – это программа, которая запускает другие программы, такие как OPL, медиапроигрыватели, эмуляторы и прочие программы. Самый легкий и дешевый способ запуска пользовательских программ – это карта OpenTuna. Самый дорогой способ с учетом его монтажа на материнскую плату – это чип Modbo 5. Мод PS2 Slim под SATA SD-карту. Для данного мода подходят только определенные модели. Нужно припаять шлейф на плату под Winchester 2.5 IDE 44 PATA, и в итоге можно подключить Winchester с заранее записанными образами игр. Преимущество мода в значительном увеличении скорости работы и загрузки игр по сравнению с флешкой или DVD-дисками. Сложность модификации в необходимости припаять шлейф на материнскую плату консоли. Также следует учесть, что для данного мода подходит только 12 и 13 ревизии приставки, а именно PS2 Slim SCPH 70000. Также понадобится специальный шлейф PATA 44 pin IDE для жесткого диска 2,5 дюйма. Такие диски раньше часто использовались в ноутбуках. Мод PS2 Slim под SD-карту, по сути, это аналогичный мод, как и предыдущий, только вместо винчестера к шлейфу подключается конвертер на SD-карту или же под SSD NVMe накопитель. Есть небольшая разница в скорости по сравнению с винчестером, но самое приятное – это удобство в использовании. Гнездо с карточкой легко монтируется в радиаторной решетке, и таким образом ее легко можно вытащить и перезаписать игры без разбора самой консоли. Эта модификация требует намного меньше места внутри корпуса, поэтому у пользователя появляется возможность оставить на месте оптический привод. В итоге мы получаем консоль 5 в одном. Контент можно запустить с дисков, флешек, через Ethernet порт, винчестера или же через SSD, а также поэкспериментировать со скоростями. У меня на канале можете найти такой мод, ссылочку оставлю в описании. PS2 MX4 – это модификация карты памяти. Также удобный мод поддерживается на многих моделях. В данном моде понадобится карта памяти, резистор на 47 Ом, карт-ридер для SD-карт и сама SD-карта. Суть в том, что запуск контента происходит также с карты памяти, подключенной в слот для карт памяти PS2 Magic Gate. Скорость загрузки по сравнению со шлейфом не сравнить, но преимущество данного мода – это удобство при использовании. На сегодняшний день есть более доработанная версия данного мода со встроенным дисплеем. Мод PS2 Mecha PVN. Это смена региона консоли.
Данный мод будет полезен, если вы хотите поменять язык на консоли. После данной модификации приставка будет читать болванки и игры от первой Соньки. Мод PS2 HDMI. Данный мод меняет качество и разрешение выходного изображения на консоли. Все ничего, вот только стоимость на сегодняшний день равна стоимости самой консоли, если не дороже. Даже китайский вариант пока не радует своей стоимостью. Намного бюджетный вариант – это использование компонентного кабеля или переходника PS2 to HDMI. Разница, конечно, заметна, но данный способ не намного проигрывает первому варианту, зато намного дешевле. Мод PS2 с монитором. Этот редкий набор позволяет подключить монитор к Slim версии консоли, что делает систему мобильной. К сожалению, такие наборы уже сняты с производства, но если хорошо поискать, можно купить БУ. Также можно найти китайский вариант. Похожую модификацию можно сделать из портативного DVD проигрывателя. У меня на канале можете найти подобный мод, ссылочку оставлю в описании. Мод PS2 портативная. Это, пожалуй, самый крутой, но и самый сложный мод. Нужно аккуратно отпилить плату, подключить монитор, батарею, вывести два слота под джойстики и все это дело разместить в напечатанном на 3D принтере пластиковом корпусе. На основе данной платы также делают обрезанную версию консоли. Я бы ее назвал супертонкая модель PS2 Super Slim. С удовольствием сделаю такой мод, когда попадется подходящая модель. Запуск игр по сети через роутер, либо по Ethernet кабелю SMB. Для мода подходят практически все модели с Ethernet портом. Суть его в запуске игр с ПК через Ethernet кабель. Для удобства можно подключить Ethernet ресивер и настроить работу с ПК через роутер. Таким образом, пользователю не нужно записывать игры на диски или другие накопители. Весь контент запускается с ПК или ноутбука по Wi-Fi или через Ethernet кабель. Суть мода аналогична указанному выше, только вместо постоянно работающего ПК к приставке подключается отдельный модуль с винчестером внутри. Разница только в том, что подключение идет не через USB порт или шлейф, а по Ethernet кабелю. Скорость запуска контента при этом моде одна из самых высоких. Мод PS2 FAT с HDD и FreeHD Boot. Этот мод для толстых моделей FAT, которая позволяет подключить внутри консоли накопитель 3,5 или 2,5 дюйма. Это самый оптимальный вариант по бюджету и качеству. Единственное, что потребуется, это специальный переходник Network адаптер и винчестер 3,5 дюйма. При наличии еще одного переходника можно подключить жесткий диск или SSD на 2,5 дюйма, а также NVMe или SD накопители. Мод PS2 как ПК. Суть мода в том, что подключив к системе клавиатуру, мышь и установив специальную операционную систему, можно получить подобие персонального компьютера с текстовым редактором, браузером и прочими офисными программами. Мод PS2 FAT с температурной индикацией. Эта модификация более актуальна для толстых моделей FAT и позволяет вывести данные о температуре обоих процессоров путем установки дополнительного датчика на корпус консоли. Похожий мод можете найти у меня на канале, ссылочка в описании. PS2 Slim HD Combo Kit. Это дополнительный пластиковый корпус, выполненный в стиле PS2 Slim. Внутри корпуса устанавливается винчестер. В комплект входит специальный чип и дополнительные провода. Суть его, как вы уже скорее всего догадались, в подключении винчестера к приставке. Данный набор сейчас большая редкость. Подключить его можно было к тонким консолям версии 7500 и 90 000. Данная модификация представляет собой отдельную плату, конвертер, с помощью которой к приставке можно подключить другие джойстики, например DualShock 3, 4, а также и другие контроллеры. Также есть другой, более бюджетный способ подключения через Bluetooth адаптер и настройки OPL. Когда-то я уже проверял, как это работает на своем канале, ссылочку оставлю в описании. PS2 как майнинговая ферма. Также не мог с вами не поделиться этой модификацией. Майнерам удалось написать специальную программу для майнинга биткоина.
По факту все работает, только чтобы намайнить хотя бы один биткоин, придется потратить тысячи, если не миллионы лет. Мощности процессора на двойке на сегодняшний день для майнинга сильно отстают. А на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем удачи, до свидания.